Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей и мое следующее видео про женские оргазмы. Как вы видите, я наконец-то теперь в новой студии, теперь это уже мое все. Тут вокруг большой офис, вон сзади можно даже мелом писать. Но это было лирическое поступление для тех, кто меня видит не впервые. До этого я вписался тупо из дома, там стеллажи и так далее. Я могу стоять и махать руками. Да, мне так нравится больше. Виды оргазмов, что есть миф, а что реальность, и почему они разные, и существуют ли они все вместе. Недавно две забавные молодые девчонки, такие в самом соку, задали мне интересный вопрос. Такие говорят: слушай, вот мы, говорит, вот я, говорит, получаю клиторальный оргазм, и я получаю клиторальный оргазм. Говорит, а может, вагинального-то его и нету, а мы тут зря паримся? Нет, вагинальный оргазм, он, конечно же, есть, хотя это очень сложный и комплексный вопрос. Формально можно сказать и так, что действительно нет, есть только один вид оргазма, его часто увязывают именно с клиторальным. Но и с другой стороны, там разная локализация. Я сегодня подробно все это опишу, чтобы вам стало яснее. Но все-таки да, разные виды оргазмов бывают именно в том, как их описывают, как разные такие сотрясывания разных частей тела, когда ваш мозг теряется, ваше сознание замутняется и происходит локализация ощущений четких на какой-либо части половых органов или не только половых органов. И для начала давайте разберем общепринятые виды оргазмов. Ну, на самом деле я их сейчас просто перечислю. Кто-то из вас слышит что-то новое, а кто-то все по-прежнему старое. Ну, то есть для кого-то никаких новостей не будет. Но тем, кто услышит что-то новое, будет понятно, что много чего есть в этой жизни еще неизведанного. Вагинальный оргазм. Часто его приписывают к точке G. Иногда этого не делают, иногда разносят. Здесь, мнения расходятся. Итак, просто вагинальный оргазм. Итак, просто клиторальный оргазм. Напомню, клитор — это не маленькая горошинка, которая у вас выступает, это достаточно большой орган, у него есть ножки, которые опоясывают вокруг большой участок влагалища, и где-то то, что вы видите, это где-то 10% его массы. Именно потому, что он связан со всем влагалищем, и считается, что, в общем-то, все оргазмы, они на нем завязаны. Но, как я сказал, есть локализация, и мы узнаем почему. Анальный оргазм. Кто-то спорит, что он есть, кто-то спорит, что его нет. Однако у меня были некоторые девчонки, которые были уверены, что он есть. Очень часто его путают со следующим видом оргазма, а вернее, скорее всего, они где-то очень близко живут. Иногда оргазм приписывают точке К, а иногда стимуляции матки. Итак, маточный оргазм. Считается, что стимулируется он за счет не ударения в саму матку, иногда, правда, и так считается, а стимуляция точки она на передней верхней стенке влагалища, прямо сзади, где находится матка, прямо около матки. Считается, что через анальный секс также стимулируется на самом деле матка, и получается, что стимуляция точки К и маточная. Потом я разберу, что такое точки, чтобы вам было более понятно. Это, забегу вперед, это скопление нервных окончаний, то бишь нейронов. И да, вы правильно услышали, через анальный секс можно стимулировать матку, потому что ваш пенис не упирается, а, грубо говоря, продавливает через стенку и оказывает туда давление. Вот так это происходит. Совмещенный оргазм. Это когда оргазм происходит при одновременной клиторальной стимуляции и вагинальной стимуляции. Когда я часто рассказываю про Magic Wand, там этот прибор умудряется вызывать именно его, потому что происходит стимуляция и клиторальной зоны, и вибрация доходит до влагалищных мышц, начинает сокращать, и получается совмещенный оргазм. Один из самых сильных, как считают женщины. Также это путь, если у вас есть клиторальный оргазм, путь для того, чтобы найти вагинальный оргазм. Это будет техника моста, она много где описана, но я тоже опишу. Например, у меня была девчонка, которая получала удовольствие от орального секса. Она часто сидела у меня на лице, и все это было в БДСМе, в рамках моих увлечений. Но также она могла получить вагинальный, но только через совмещенный. То есть, когда мы занимались вагинальным сексом, ей требовалась клиторальная стимуляция. И тогда ее настигал более мощный оргазм, чем просто клиторальный. Она описывала его как более насыщенный, более интенсивный, более яркий. Но без клиторальной стимуляции он у нее был недостижим. Поэтому да, у кого, кто мечтает вагинальный оргазм, вам нужно вначале идти через совмещенный. Оргазм от эрогенных зон. Либо так называемый тактильный оргазм. Он может наступить при стимуляции любой вне вагинальной клиторальной зоны. Он может наступить при стимуляции любой эрогенной зоны не генитального масштаба, то есть не на гениталиях. Бока, шея, спина, он может много где кого настичь, у всех по-разному находится. Я в своей жизни несколько раз встречал вот здесь вот боковые части у девчонок, вот там же, где щекотка, вот после определенного уровня возбуждения, там это бывает. Но, опять же, секс очень индивидуальная штука, мерить всех одной гребенкой невозможно, поэтому
Не зацикливайтесь. Эта точка у вас конкретно или у вашей женщины может находиться в любом другом месте. Оргазм от фантазий. Да, некоторые женщины и, кстати, некоторые мужчины способны достичь оргазма просто достаточно от фантазий. В принципе, во сне у вас это происходит. Так называемые полюции или женские вот эти вот оргазмы внутри сна. Это то же самое. Физического воздействия на ваши гениталии нет. Ну, поймите, нету. Вы спите, ваши руки, все там, вы ничего не дергаетесь. Поэтому технически этот оргазм доступен всем. Вопрос дальше, насколько он доступен, пока вы не спите, это другой момент. Но, например, когда мне было 17, я жил в Дубне, работал в Москве, у меня было 2 часа замечательной поездки туда, в Москву, на поезде, и обратно, на электричке там в Дубну. Вот. И часто я такие вещи ловил, просыпаешься, если не доехал до нужной станции, тебе сколько-то еще там сидеть, ну что, 17 лет, разумеется, ты фантазируешь в голове. Трогать, разумеется, себя нельзя, это поезд, общественное место, но вибрации от поезда мне, например, хватало. И это часто описываемые ситуации. У женщин также бывают лошади и велосипеды. Лошади не в смысле зоофилии, а в смысле ездить на них, и во время этого может наступать. Туда же, кстати, да, некоторые женщины обожают ездить на мотоциклах. Некоторые могут испытать это по езде за рулем на машине, тоже вибрации есть. Сквирт, он же струйный оргазм, возникает в основном при стимуляции точки G, обычно пальцами, иногда очень редко, но реже, но тоже бывает членом, и да, и бывает вообще даже без специальной стимуляции точки G струйный оргазм при обычном обыкновенном вагинальном сексе. Не у всех женщин, не со всеми мужчинами, в общем, это уже вот как бы редкая история. И даже струйный оргазм вы добьетесь, скорее всего, не всегда и не от всей девчонки, там требуется длительная подготовка, но в принципе это возможно. Характеризуется он тем, что при нем выделяется достаточно большое количество жидкости из уретральной, соответственно, отверстия, но это при этом вроде как по составу не является мочой. Но, тем не менее, да, выделен как отдельный вид оргазма. А теперь, если мы вспомним, что вагинальный оргазм часто связывают с стимуляцией именно точки G, баста, струйный оргазм также связан с точкой G. И теперь мы сходим с ума, потому что у нас одна точка ответственна за 2 оргазма. Некоторые девушки получают оргазм во время, когда делают минет. Да-да-да, не когда им делают минет, у них нет пениса, а когда они делают минет. И это тот же самый, на самом деле, тактильный оргазм, связанный с высоким уровнем возбуждения. У нее фетиш на минете, например, ей нравится его делать. У нее повышается уровень возбуждения. Во рту очень много нервных окончаний, поэтому происходит фиксация. И вполне возможно, что в какой-то момент она еще стимулирует себя сама и вызывает таким образом, она прокладывает ту самую технику моста. У нее есть клиторальный оргазм, она испытывает большое удовольствие от пениса во рту, и у нее прокладываются нейродорожки для того, чтобы можно было получать такой вид оргазма. Тоже нечастая история. Еще есть оргазм от точки У. Точка У – это вход во влагалище, не во влагалище, в уретру. Уретральный вход, от его стимуляции, и там даже иногда палочками всякими стимулируют, и от него тоже другой отдельный вид оргазма. Также могу сказать, что вибрационный оргазм и, например, стимуляция пальцем, вы получите немножко разные ощущения от клитора. И так же, как если мужчина возьмет Magic Wand, только оригинал, а не подделку, потому что подделки не способны ничего сделать с мужчиной, приложит его к нужной точке, найдет ее на члене, он испытает совершенно другой тип оргазма, отличный от обычного и от простатного, это будет что-то такое странное. Поэтому от точки У вы получите другой, от вибрации вы получите другой. Есть такое понятие осцилляция, еще один вид оргазма, но, к сожалению, единственный прибор, который вот умело нормально был рассчитан на осцилляцию, сейчас пока не выпускается. Ну, ждем что-нибудь новое. Выпустит, обязательно сразу расскажу. Сейчас еще появились ротационные, когда не вибрация, а маленькая палочка, она там крутится, просто вращается сама по себе, и это тоже другой вид воздействия. Любой разный механический вид воздействия вам, девчонки, даже на один клитор дадут разные виды, в общем-то, подвиды такого оргазма. Например, на клитор есть еще эти сосалки, вакуумные стимуляторы, он отличается от того же Magic, а обычный вибратор отличается от Magic. Ну, в общем говоря, вот здесь очень каждый другой физический вид воздействия даст вам другие ощущения. Казалось бы, есть такое понятие, как кунилингус, и есть кунилингус за счет языка, а есть, когда клитор всасывается губами, так же, как на вакуумнике. Ощущения будут разные, и оргазм будет разный. Так есть они или нет, эти самые разные виды оргазмов? На самом деле этими вопросами задается практически любая женщина на планете, а ответы еще более сложные, чем этот вопрос. Про клиторальный оргазм я уже сказал, что есть 2 мнения, что все оргазмы, они, в общем-то, связаны с клитором, потому что он реально опоясывает все. Совсем долбанутые ученые там находят какие-то нервные окончания, которые связаны с сосками, и поэтому сосочный оргазм тоже там они приписывают к клиторальному. Но у меня к ним вопрос, так как я говорил, что есть оргазм эрогенных зон,
И они все время пытаются увязать, что и во рту там что-то есть с клитором связано, и там. Ну, в общем, они приходят к тому, что везде должны быть у нас как бы нейроны, связанные аксонами через все тело с этим клитором и так далее. Скорее всего, это, конечно же, бредятина. Где-то они правы, что действительно все завязано примерно на одних и тех же половых органах. Но просто дальше я расскажу про понятие нервных скоплений. Вот там будет немножечко понятно. Пытаться увязать все к клитору как бы не совсем будет честно, не совсем правильно. Скоплением нервных окончаний. Исходить нужно из нервных окончаний, а не из органа. И потом, опять же, при стимуляции и вагинального части, и клитора происходит сокращение вагинальных мышц. Это видно на исследованиях Мастерс Джонсон, когда они на камеру запихивали камеру внутрь, у них вибрировало. Ну, правда, скорее всего, тогда в основном стимуляция была только вагинальная. Я, честно говоря, у них, как бы, я читал учебник, но не читал как бы самих там длинных опусов про исследования. Может быть, там описывалось по поводу стимуляции клитора, но как бы так в учебниках про это не сказано. Тем не менее, они фиксировали сокращение вагинальных мышц, увеличение приток крови в вагинальные, соответственно, всю часть, в область, даже не вагинальную, чтобы вам было понятно, кто не знает, в область вульвы. Потому что вагина — это вот трубка. Клитор — это клитор, а вульва — это все половые органы ваши вот вместе взятые. Мастер и Джонсон, чтобы вы понимали, сняли более 600 случаев оргазмов, то есть там 600 разных там записей было, что является большой статистикой и вполне достаточной для утверждения. Ну, давайте немножко дальше двигаться. Соответственно, кто-то говорит, что испытывает только клиторальный, кто-то говорит, что только вагинальный, кто-то говорит, что оба, а кто-то говорит, что вообще никаких. Вот смотрите, берем немножечко статистики. Пример цифр из анаргазмии. Из сухих цифр мы знаем, что только, как бы сексология знает, что только 3% женщин страдает истинной анаргазмией. То есть они не способны получить оргазм при условии, что ими там 2 года занимался сексолог. Не просто все женщины, от всех женщин 3%, а 3% от тех, кто у себя выявил эту проблему с анаргазмией и пошел лечиться. И кого не удалось вылечить до 2 года. То есть, понимаете, реальная цифра, она совсем мелкая. То есть те там 30% женщин, которые считают, что они, опять же, это неизвестно, у нас нормальной статистики в этом плане не ведется, и не все в этом сознаются, понимаете, да, то есть, как не веди статистику, но люди будут врать. Так вот, допустим, из тех 30% или 20%, кто считает, что у них анаргазмия, пошли девчонки, вот это мы берем за 100%, и вот 3% только из них, то есть там 0, 0, там 1, там меньше 1% в реальности. Реальная статистика точной анаргазмии. И зачастую, когда женщины сами себе ставят такой диагноз, они же как бы не имеют нормального базиса, они не сексологи, они про секс там знают из 2-3 статей, которые прочитали в интернете, там поговорили с подругами. Это не базис, вы не знаете ни анатомии, как она увязана, то есть я вот рассказывал про виды оргазмов, я рассказывал про то, как устроен клитор, не все женщины про это знают. У меня недавно была одна подруга, говорит, вот у меня клитор 30 сантиметра или 2 сантиметра, она сказала, я думаю, блин, огромный, я знаю, что бывали вроде как и 5 сантиметров в случае. Блин, такая вот, говорит, мужики его обожают лизать, говорит, наверное, потому что большой. Короче, в итоге оказалось, что под клитором она подразумевала капюшончик клитора. Конечно же, он большой. Клитор находится ниже капюшончика внутри. Вот, иногда эта горошина даже не высовывается из своего там места и даже делают операцию, чтобы его обнажить. Но это делать не надо, конечно, такие операции. И поэтому, когда сама женщина ставит себе такой диагноз, дальше она может перебрать хоть 200 мужчин. Ее навыков и знаний мало хватает. Тем более, если она сходу скажет, так, значит, мне надо, чтобы все было при выключенном свете. Оба голые, никаких носков. За грудь мне не хватает, обвиснет. Не смей портить, значит, мою замечательную грудь. Как бы, пускай она будет в нужной форме. Значит, надолго как бы не затягивай. Времени у меня мало. Все, давай, поехали. Должен сам догадаться, что я там хочу и как я хочу. При таком условии, скорее всего, ей очень повезет, если кто-нибудь, здесь будет опять же маленький процент, если кто-нибудь нарушит ее часть запретов, и при этом это будет не подонок, который скажет, пошла ты нахрен, я тут что хочу, то и сделаю, так как ему нравится, куда ему нравится и так далее. Но потом женщина опять скажет, да, может быть мужчина, который нарушит ее правила и скажет, нет, давай-ка, ну-ка расскажи-ка мне, ну-ка вот так нравится, так не нравится, да, но это очень маленький шанс на такого нарваться. Поэтому все-таки анаргазмию надо лечить у врачей. Врач это называется сексолог, у гинеколога и уролога анаргазмию не лечат. Так же, как мужики, потенция не лечится у урологов. Импотенция от простатита бывает в, опять же, 1% случаев при обращении.
чтобы вы понимали. Ну, просто с экрана нам все время льются там, простаки и так далее. Прими волшебную таблетку, все нормализуется и так далее. Да, меньше, чем у 3% это простатит. А основная проблема тоже частичной импотенции, как там мнимый у мужчин, это тоже проблемы с головой. Вот точно так же есть понятие, что 70% испытывает только клиторальный оргазм, 25% испытывает вагинальный оргазм и 5% испытывает и клиторальный, и вагинальный. Это вот опять же сухие цифры, чтобы вы понимали, как оно устроено. Вот. Но у меня к этим 70% женщин один вопрос. А что вы делали, чтобы достичь другого вида оргазма? Если вы там иногда занимаетесь с мужем сексом вагинальным и не получается, я вас немного расстрою. Комплекс мероприятий там гораздо шире для того, чтобы получить остальные виды. Пример видов оргазма из сексологии. Мне, знаете, часто, в магазине мне часто задают вопрос. Мужчина, вот я 2 раза в жизни видела оргазм, очень хочу повидеть его снова, вот какую игрушку мне посоветуете и так далее. Первое, что я спрашиваю таких женщин, это как часто они занимаются мастурбацией, самостимуляцией. Я знаю, что ответ всегда будет равен нулю. И здесь дело не в том, что она не мастурбирует, потому что не получает оргазмов. Здесь наоборот, она не получает оргазмов, потому что она не мастурбирует. И действительно, ей хватит, в принципе-то, любого вибратора. Ну, я, как всегда, конечно, посоветую оригинальные Magic Wand, потому что я ими торгую. Но они действительно самые крутые, но это других видео смотрите. Это ему не посвящено. То есть женщина никогда не занимается никаким видом самостимуляции. 2 раза в жизни случайно какие-то мужчины у нее, натерли оргазм. И как она хочет, откуда все это дело появится. Возникнет волшебный мужчина, который вызовет оргазм. Да, эту сказку я знаю, но это, к сожалению, вот это к тем 20%, которые думают, что у них аноргазмия, а из них там только 3% ей в реальности страдают. Это вот к таким же женщинам. Физиологические объяснения, почему женский оргазм тяжело добывается. Давайте начнем с самого базиса. В эмбриональном состоянии мы все девочки. Потом часть девочек получает, эмбрионов получает пенис и начинает формироваться и тестостерон. И начинают формироваться как мальчики. У девочек же в этот момент по-другому формируются, соответственно, половые органы и формируется огромное количество дополнительных дублирующих нервных окончаний, то бишь нейронов по всему телу. У женщин их больше. То есть представьте себе, что у мужчины есть пенис, у которого есть точка У, уретральная часть, где-то там точка G, точка А, там так далее, там, собственно, точка G, там, где простата, скорее всего, и там и так далее. Но это слеплено все в один такой большой пенис, или небольшой пенис. У женщины все это размазано. Клитор находится здесь, причем клитор это, соответственно, кто не знает, это недоразвитый пенис. Вот. То есть головка клитора, головка пениса находится снаружи. Дальше все эти точки размазаны изнутри. Большой процент, и там гораздо больше нервных окончаний в каждой точке, чем у нас в половом члене. Все это размазано по женскому организму, в основном по женским половым органам, таким ровным пластом. Соответственно, там много точек, где находятся нервные окончания. Много скоплений нервных окончаний, то бишь большое скопление нейронов. И их требуется разрабатывать, но об этом чуть позже. Да, я в этом видео все-таки расскажу, как получать оргазмы разные. Как к этому идти. Нейрооргазм. Почему разрабатывать? Это само понятие появилось у меня после курса нейрофизиологии. Оттуда известно следующее, что нейрон, это значит какая-то фигня, которая принимает воздействие. Причем, например, одни нейроны ловят только тактильное воздействие, другие только, например, тепловое. Есть нейроны, которые ловят и такое, и такое. Поэтому их еще и разные виды. И, что очень важно нам потребуется дальше, нейрон воспроизводит электросигнал, вот этот, который он посылает, за счет химического процесса. Клетка со временем может добиваться того, чтобы воспроизводить более сильный сигнал и более частый. Это как у спортсменов происходят тренировки. Далее, после нейрона идет аксон, по которому это электричество передается дальше. Это, собственно, канал. Этот канал упирается у нас в позвоночник. Дальше все там в едином порыве через позвоночник по одним и тем же каналам, поэтому передать все на свете невозможно, передается в мозг. Так вот, по умолчанию, например, почему дети не могут там быстро ходить, почему они падают и так далее. Потому что их вот эти связи, почему вот самый пример я всегда привожу, у меня была сломана рука, и я плохо ей ощущал. Потом ощущения вернулись, и, разумеется, плохо возил, я вообще там плохо себя двигалась, я там и ручку-то держать не мог. Постепенно она разработалась, все нормально. Что произошло? Были нарушены вот эти самые нейронные связи. Аксоны потеряли свою пропускную способность и не могли передавать в достаточном объеме. Поэтому мой мозг получал мало информации и передавал обратно очень мало, она искажалась, получалась хрень. Сейчас, как видите, с рукой все хорошо.
Была, кстати, правая рука, я скучал без многих процессов. Так вот, на то, чтобы развить, это как у спортсменов, они тренируют ловкость, реакцию и так далее с помощью большого количества повторений. И спортсмен, в принципе, скорость его аксонов передачи, она гораздо выше, чем у обычного человека. Там, грубо говоря, там в разы. Вот примерно так же постепенно женщина, когда происходит стимуляция нервных окончаний, в которых огромное количество половых органов, постепенно они тренируются, и информация начинает в большем объеме доходить до мозга. В какой-то момент чувствительность вырастает настолько и передача информации, то, соответственно, и нейроны, и аксоны способны наконец-то передавать оргазм в мозг. Теперь тут приятное, да, у вас их еще и большое количество разных там находится. Разных точек, любая точка — это скопление нейронов. Добываем оргазм. И тут очень многое становится понятно, потому что клиторальный оргазм развит у большинства девочек не потому, что они к нему более склонны, а потому что они его чаще стимулируют. Это самый удобный процесс. Стимулировать влагалище рукой не так удобно, как клитор. Поэтому он у вас и больше развит, и чаще встречается. А те, кто дополнительно стимулировали влагалище, те имеют выше шанс на появление у них обычного оргазма. Но не ждите, здесь ни за день, ни за два. Вы это достигали не 2 дня в детстве, вы шли к этому какое-то время. Вот здесь будет то же самое. Иногда некоторые пары говорят, мы уже там полгода пытаемся выдавить вагинальный оргазм, там иногда по 3 часа, вот что ж ничего не получается. Я говорю, это может уйти несколько лет, поэтому вы, главное, не расстраивайтесь и дальше все тренируйтесь. Как бы постепенно все придет. При этом, если у вас уже есть клиторальный оргазм, вам легче будет добиться вагинального оргазма, если вы будете использовать технику моста. Это значит одновременная стимуляция и клитора, от которого у вас и так есть оргазм, и, соответственно, вагины, то есть в процессе секса, пока мужчина совершает фрикции, требуется дополнительная стимуляция клитора, который и так дает вам уже оргазм. Так, эти зоны гораздо быстрее свяжутся, и мозг научится понимать, что и там тоже есть оргазм. Проще всего стимулировать, конечно, не рукой, либо женщина сама себя, потому что мужчине реально неудобно вот так вот подлазить рукой, как бы все, кто пробовал, знают. И еще если ты стоишь сверху, то ты на одной руке только висишь, а если сзади, то ты вот в какой-то такой позе эмбриона там на бок скособочился и пытаешься дотянуться. Самое простое — это дать женщине в руку вибратор, и она сама себя сможет прекрасно стимулировать, не сильно отвлекаясь на это действие. Усилия для получения разных видов оргазмов. И тут нужно сразу сказать один немаловажный факт. Уйдет на это много времени, потребует это усилий, потребует это не только, например, фрикции во влагалище, если вы хотите получать оргазм там, и не только одной стимуляции клитора, если у вас есть влагалище, вагинальный оргазм, а клиторального нет. Вам потребуется создавать сексуальный контекст, возиться с общими эрогенными зонами всего тела, чтобы, соответственно, тело расслаблялось, чтобы мозг прекращал фиксироваться, что у него оргазм только от клитора, и понимал, что удовольствие он может получать от того, что его там разные зоны скопление вот этих самых нейронов тоже трогают, пускай они даже в другом, во всех остальных частях тела меньше, чем, конечно, в половой зоне. К тому, что пара, у которой есть уже какой-то оргазм, да, через технику моста может плавно двигаться к второму варианту и второму виду. Но им надо будет стимулировать друг другу мозг разговорами, словами, обстановкой и прочим. То есть создавать сексуальный контекст, чтобы возбуждение шло из головы. И им надо будет стимулировать друг другу все тело, а не только там нужную точку, как я уже сказал. Потому что, прелюдия, она увеличивает общий тонус нервных окончаний, увеличивает количество передаваемой информации по аксонам и очень важна для развития разных видов оргазмов. Здесь речь даже не только про то, что вы можете создать, грубо говоря, вагинальный оргазм, если есть клиторальный. Вы можете любую часть тела, на самом деле, превратить в эрогенную зону, очень сильную, если вы будете стимулировать клитор и гладить одновременно какую-то зону, которая изначально имеет много нервных окончаний. И, по крайней мере, не имеет там жестко отрицательного воздействия. И таким образом вы простроите эти техники моста, можно простроить любые связи с любой частью тела и превращать ее в эрогенную зону. Иногда достаточно сильную, чтобы испытать оргазм. Но что мы часто видим в жизни, люди говорят, ой, да, мы хотим, там это классно и так далее. И тут ты узнаешь, сколько пары там тратит на секс, и оказывается, что у них там дети, там они живут в однушке и так далее. И ты на них смотришь и говоришь, ребята, а вы как хотите, вы на секс можете потратить, 1 раз в неделю, или там 2 раза в неделю, или 3 раза в неделю. Хорошо, 3 раза в неделю это более-менее нормально. Нет, действительно уже считается физиологическая норма. Не среднестатистическая, то есть далеко не все пары занимаются 3 раза в неделю. Это мало у кого так. Именно среднефизиологическая, то есть сколько теоретическая норма для человека. Вот такая физиологическая, нормально. И тут оказывается, что пары могут потратить друг на друга 1 раз в неделю или 2 раза в неделю аж 15 минут.
какие изучения новых видов оргазмов вам вообще даны. Секс начинается с вчерашнего вечера и заканчивается, и превращается в секс там на следующий день вечером. С утра вы подогреваете друг друга, днем подогреваете, вечером устраиваете что-то там, то, что создаст в вашей голове контекст, потом переходите к прелюдии, потом к сексу и так далее. А здесь люди хотят получить много разных видов оргазма, но потратив очень мало времени. Так не получится. И здесь вопрос не то, что как бы там забудьте, вы неправильные, потому что у вас нет времени. Любой вид оргазма это правильный, это нужно понимать. И если вы не можете потратить достаточно много времени, но может вам это и не так нужно в жизни на самом деле. Кто-то работает, у кого-то семья. Все это понятно. Просто не нужно у себя создавать лишние неврозы тем, что ой, у меня такого оргазма нету. Вот как бы это плохо. Ну, если вы затратите достаточное количество усилий и времени, он у вас будет. Но готовы и нужно ли вам их тратить? Вот это другой вопрос. Нормальность женского оргазма. Поэтому если у вас нет времени и так далее, вы не готовы тратить много сил, вы поймите простую вещь. Сейчас важно будет и мужчинам, и женщинам это понять. Любой вид оргазма это правильный. Любой вид оргазма дает нужную разрядку психики человека, психики женщины. Поэтому какая разница, если у нее есть только клиторальный оргазм? Нет у нее сейчас вагинального. Потратите время, появится. Не потратите, не появится. Всего лишь навсего надо будет затрачивать на клитор время. Там, руками, языком, как хотите, так и делайте. Вот. Помните, таких женщин действительно большинство. И скрывать от мужчины, кстати, женщины этого тоже не надо. Он не будет знать. Он будет думать, что от фрикции вы кончаете. Не надо этого делать. Расскажите ему все как есть. Потом когда-нибудь все у вас появится, если будете тратить достаточно времени. Не будете тратить достаточно времени, мужчина просто будет знать, что вам нужно не только фрикция. Да, мужчинам здесь нужно понять. Ваш половой орган, вас с детства, конечно, учат, что это, волшебный жезл, который всем дарит наслаждение. Поймите, вот этим 70% никакого наслаждения он не дарит. Да, приятно, да, хорошо, но разрядки не дает, его недостаточно. Я знаю, что морально принять этот факт сложно, но опять же, я уже сказал, либо вы затратите огромное количество усилий и времени на приобретение других видов оргазма, и при этом все равно вам придется долго стимулировать сам клитор. Вот. Либо уж умейте пыл своего воображения по поводу того, что вокруг члена вертится весь мир. И нормально. Просто иначе вы будете создавать себе кучу неврозов, как я сказал. И вам будет просто по жизни жить тяжело. С таким самомнением. И женщине рядом с вами, которая не будет получать достаточно внимания своему клитору, зато вы будете пытаться каждый вечер доказать, что значит сейчас ты получишь вагинальный оргазм. Это будет просто мука для двоих. Не надо пытаться никого убить своим кунилингусом, если женщина не получает клиторального оргазма. Но и женщины, вы если не получаете, а мужчина хочет, вы ему также честно скажите, но не говорите, не делай так, мне это не нужно, я только возбуждаюсь, потом лишний раз разрядку потом сложно получить, тогда нет. Вы тоже отнеситесь с пониманием, что у вас это может возникнуть. Но для этого нужно что-то делать, а не просто сказать, не получается и все, не трогай это больше, не надо этим заниматься. Вы же не сможете сказать, те же женщины, которые не получают вагинального оргазма, не могут же мужчине сказать, нет, все, туда сексом больше не занимаемся, вот будешь лизать, а такой секс мне больше не нужен. Хотя ей бы логично было бы так сказать, правильно? Но только в этом случае ее быстро пошлют. Поэтому не получается какой-то вариант. Для того, чтобы он получился, нужен опыт. Так что занимайтесь и корректируйте свою вторую половину или свою вторую половину так, чтобы он понимал, что дает удовольствие, что нет, где ближе вы к удовольствию, а где дальше. Последний момент в эту тему. Эрогенных зон много, вариаций оргазмов много, все они нормальные, все они, если они достижимы, это уже хорошо, это уже счастье, работать над другими хорошо, но зацикливаться не нужно. Если какой-то не получается, нормально, либо стремитесь к нему, либо просто пользуйтесь то, что есть. Любые другие варианты дают вам просто массу обид друг на друга, и ничего не нужно. Для жизни это вам обиды не помогут. Нужно все-таки как взрослый подходить к процессу, хотя сам секс это, конечно, игра двух детей. Я не про педофилию, я про то, что мы взрослые умеем взаимодействовать друг с другом как дети. Вот взрослым в постели делать нечего. Там должны вы встретиться как два ребенка, радоваться и пытаться что-то сделать новое, и всегда подходить с энтузиазмом, а не так, что давай сейчас быстренько все закончим, разрядку получим и все. Практические напутствия и немного простых советов. Техника моста вам в помощь. Если у вас был секс с утра, вечером вы получите меньше удовольствия. Это так и не так. Да, когда вы ждете секса, а его долго нет, несколько времени, часов, дней, у всех по-разному, да, разрядка будет сильнее, ощущения будут интенсивнее. Чем у женщины больше стимуляции, и у мужчины, кстати, тоже, чем
больше удовольствия они будут получать. Женщина при этом не должна копить никакие ресурсы, никакую силу. Она может заниматься сексом очень часто. Поэтому вибратор всем в помощь. Вибратор бояться нельзя. Мужчины, вибратор вас не заменит никогда в жизни. У вас есть тело, в отличие от вибратора, вы живой. Истинной анаргазмии, как и истинной импотенции, практически не существует в природе. Любой доступный вид оргазма уже правильный и естественный. Если вы думаете, что какой-то вид оргазма лучше и больше даст вам ощущений, то ключевой момент здесь предыдущий пункт. Любой вид оргазма правильный и естественный. Занимайтесь им и идите к новому через него. Если у девушки только клиторальный оргазм, помните об этом, доставляйте ей нужное удовольствие, давайте ей нужную разрядку. Вагинальный придет когда-нибудь потом, когда вы будете использовать технику моста для этого. И случится это не быстро. Если у женщины только один вид оргазма, помните, прелюдия и стимуляция эрогенных зон по всему телу – ключ к тому, чтобы ее мозг растормошился и понял, что моменты удовольствия он может получать не только от этой зоны, чтобы убралась фиксация и важность момента именно этой зоны. Все оргазмы происходят от головы. Создайте в ней сексуальный настрой, сексуальный контекст, и ваш секс будет намного ярче. Эпилог. Единственное, чему в этом видео я намекал, но мало уделил внимания, это прелюдии. Да, они являются ключом вообще ко всем видам оргазма, к самому естественному сексу, к самым лучшим разрядкам. На канале есть достаточно большое количество других роликов, где упоминаются либо разные формы взаимодействия, типа там каких-то игр, метод слепых касаний, или 40 минут до неба, или всякое как искусство и так далее. Все ищите на канале. Либо напрямую про прелюдии. Если вы стремитесь к разным видам оргазма, очень вам советую изучить именно вопрос прелюдии. Она является ключом. Итак, с вами был Чалышев Сергей, магазин magic-one.me. До встречи с вами в новом видео.